Всем привет! Сегодня у нас расклад, с кем в итоге ты останешься, и по любви ли. И вообще знаешь ты этого человека уже или нет. И сразу предупреждаю, вот если вы хотите, чтобы, как сказать, расклады были то, что вы хотите услышать, это не сюда. Здесь только то, что карты показывают реально, потому что я пробежался по каналам, и плохие карты многие читают в вашу пользу. У меня такого не будет, потому что, как сказать, многие, возможно, даже не зная Таро, трактуют карты как попало. Только для того, чтобы вам понравиться, понимаешь? Чтобы вы там подписались, что вот и так далее и тому подобное. Я не хочу вам понравиться. Я читаю карты. И если десятка мечей, то, извините меня, ни хера это не воздушная карта, и не будет тебе куча любви и так далее и тому подобное. Поэтому сразу говорю, не готовы к правде, ну идите на другой канал. Там вас и полюбят, и приголуют, и десятка мечей скажут, что у вас любовь будет вечной. Нет, здесь расклады только правдивые. Независимо от того, нравится вам это или нет, ну, оглянитесь на свою жизнь, и если вам говорят, что вы в жопе, извините меня за выражение, то зачем, как говорится, ждать, что вам скажут, что ты в сказке живешь? Нет, здесь правда. И, конечно же, приходите в проживание арканов, чтобы научиться потоково читать карты. Но проживание арканов — это не только обучение Таро, это, знаешь, это ты будешь карту каждую чувствовать, каждую энергию аркана будешь чувствовать, и не по книжкам читать карты, да, а вот пропустив через себя вот энергию каждого аркана. Но это все-таки психологические проработки. Поэтому, чтобы в потоке читать карты, да, это книжек недостаточно. Поэтому приходи в проживание. Так, давайте, я думаю, начнем наш расклад. Единичка. Что сейчас у тебя в личной жизни? Ну, ты только что вот освободилась от настоящего диктатора. Тот мужик, вот с которым ты рассталась, он был, как сказать, вот ревнивым, жестким контролером, вот такой вот весь. Он за тебя все решал. Что покупать, что носить, с кем общаться, куда в отпуск ехать и прочее, и прочее, и прочее. У него на все было свое мнение, и он считал, что только он знает, как правильно жить. Примерно вот так. А ты боялся ему противоречить, потому что он умел так посмотреть, что хотелось, как говорится, сквозь землю провалиться. И расставание было болезненным, но оно было необходимо, можешь даже не грустить. Я понимаю, что там мир рухнул у тебя в одночасье, потому что у тебя стокгольмский, да что ж такое-то, стокгольмский, стокгольмский синдром. Потому что, знаешь, вот сразу говорю, ты не одна такая. 90% женщин терпят всякую хрень, лишь бы, как говорится, ни одной остаться. И вот эти все, как сказать, все планы, все привычки, вся жизнь, которую ты с ним строила, все это разлетелось в пух и прах. И сейчас ты чувствуешь себя, как вот после землетрясения. И не знаешь, что делать, куда идти, с чего начинать, и как это вообще с другими мужиками общаться. Но знаешь что, вот это разрушение было спасением. Хотя я мог бы тебе это не говорить, потому что это аксиома.
Ты освободилась от холодного контроля. Как сказать, это даже не отец, это вот как мужик с палкой. Ты встречалась с мужиком с палкой, который чуть что бил тебя по рукам. И тебе больше не нужно спрашивать там разрешение, на каждый шаг спрашивать разрешение, можно ли там с подругами погулять, посидеть. Не нужно оправдываться за каждую покупку. Не нужно критику по поводу и без слушать. И вот сейчас ты находишься вот в состоянии шока от собственной свободы. Но ты, как сказать, ты еще не осознаешь. Потому что ты очень сильно привыкла жить по его правилам, что даже не знаешь, как жить по своим. Ну, со временем это пройдет, ты не бойся. Постепенно ты вспомнишь, кто ты есть на самом деле, без вот этого влияния мудачьего. Ну и поймешь, что это расставание, конечно, это лучшее, что с тобой приключилось за последние года с ним отношений. Так с каким человеком в итоге ты останешься и по любви ли? Человек будет, знаешь, который вернет тебе веру в будущее. Вот я объясню, погоди, ты не торопись. Вот смотри, вот этот мудак, с которым ты разбежалась, он, он строил вот твое будущее. Вот я не знаю, как объяснить, но он диктовал будущее такое, каким он видит. Не вы, не ты, а он. И мужчина придет, который уже вернет тебе тебя. Вот как это объяснить, я не знаю. Ну, ты умная девочка, раз меня смотришь, поэтому ты все и так поняла. Он тебе тебя вернет. И это будет молодой парень, который вот только начинает свой жизненный путь. Он будет на тебя смотреть и вообще на ваши отношения, на мир весь в целом с оптимизмом. И ты просто забудешь про все свои разочарования. Минусы есть, конечно, после этих мечевых у тебя, как сказать, недоверие к мужикам. Вот, вот есть же, я объясню тебе на своем примере. Очень много женщин мне пишут гадости. Вот прям очень много. И я понимаю, что они же, как сказать, выплескивают свою вот эту негативную энергию на меня из-за того, что у них были разочарования в жизни там с какими-то своими мудаками. Ну, когда человек неосознанно, обычно так и происходит. Если, как говорится, кто-то там чего-то сделал, все виноваты вокруг. Поэтому я таких тоже люблю. Вы пишите мне гадости, можно писать, я вас там поддержу, даже по головке поглажу. Скажите: дед, ты баран, вот прям так и напиши. А я скажу: а ты, моя овечечка, тоже умничка. Вот. Что-то я ушел. Вот я поэтому, я поэтому и пишу себе на бумажке все вопросы. Сегодня 3. Чтобы вот так вот не увлекаться. И у меня 4-е, видел бы ты, что написано. Написано там не не отвлекайся. Но матом. Вот. И с ним ты почувствуешь, с этим мужичком молоденьким, что жизнь только начинается. Что вот эти все года с мечевым, они были, вот, как сказать, мягко просраны. Вот я не знаю. Вот ты просрала все года, вот пока с этим мудаком была. И мужчина, вот этот новый, я имею в виду, молоденький, он связан с деньгами и с бизнесом. Он амбициозный, он хочет многого в жизни добиться. Жизнь его еще не потаскала. Ну, понимаешь, да, в каком плане? Но он не жадный, он не скупой. Он понимает, что деньги — это вот инструмент для счастья, а не самоцель. И с ним ты будешь чувствовать себя вот защищенной как финансово, так и, как сказать, так и вот душевно. Понимаешь? То есть это будет настоящая любовь, но не страстная такая вот жгучая, да, которая с ума сводит, а вот спокойная, привязанность глубокая, которая вот постепенничко растет. И сначала он, знаешь, тебе, как сказать, будет хорошим знакомым, хорошим другом, я не знаю, как объяснить по-другому, но ты поняла.
И потом ты начнешь замечать, как он заботится о тебе. Потом, что ты поймешь, не представляешь, что жизни без него. Набор слов сказал. То есть ты поймешь, что ты жизни без него не представляешь, потому что он вольется медленно-медленно в твою жизнь. И он будет совсем другим, чем вот этот твой мудак бывший. Этот будет мягкий, понимающий, готовый идти там на компромисс. Я тебе больше скажу. Первый компромисс от него ты воспримешь как «Ого, а такое разве бывает?» То есть то, что не продавливают, а соглашаются, да, с чем-то. Знаешь ли ты сейчас его уже? Нет. Знаешь, сейчас ты уходишь от всего прошлого. Психика очищается от влияния вот этого мечевого короля. И ты готова к новым отношениям, но при этом ты еще не готова никого рассматривать всерьез. То есть, вот и готова, и не готова. Вот как объяснить-то? То есть нужно время тебе, чтобы одной побыть. Себя понять, вспомнить, кто ты вообще без мужика рядом. И скоро произойдет, что вот что-то заставит полностью пересмотреть свои взгляды на отношения. Ты поймешь, что искала просто не того мужика. Что твои требования к партнеру, они неправильными были. Понимаешь? И ты его уже, как сказать, не знаешь, ну знаешь, я вот не знаю, как объяснить, и знаешь, и не знаешь. Ты его сейчас даже как хорошего знакомого не воспринимаешь. Вот как объяснить тебе. У тебя нет, не так. Вот как сказать, у тебя в голове он есть, но нету. Блин. Это, в общем, как мимо проходящий человек пока. То есть он тебе сейчас не друг, не знакомый, никого. Ты, скорее всего, даже имени его не знаешь. Он где-то рядом, в твоем окружении, где-то среди близких знакомых. Но ты на него сейчас никак не смотришь. Понимаешь? И этот человек терпеливо ждет своего часа. Он видит, что ты переживаешь, он не лезет со своими чувствами к тебе. Он просто рядом где-то там, понимаешь? И когда будешь готова к новой любви, он просто деликатно даст тебе понять, что он не против перейти там сначала в дружбу. Нет, сначала знакомым, потом дружба, а потом у вас любовь будет. Так что не переживай, все нормально у тебя будет. Пока что тебе не до этого. Понимаешь? Сейчас у тебя в голове вот этот мечевой с его говнишком. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Двоечка, двоечка. Люблю я вас, двоечку, поэтому вам надо ремня давать посильнее. Ну, тут не так сильно много ремня, сама видишь, да? И что сейчас в личной жизни происходит? Ну, ты расхлебываешь сейчас последствия того, что вот слишком долго терпела, как вот сказать без слова какашки. Неуважение. Неуважение ты долго терпела. То есть у тебя мужчина был, который постоянно тебя унижал. Но не физически, а вот морально давил. То есть он гнида. Вот, прости, я не знаю, как по-другому тебе объяснить. Даже тебе объяснять не надо, но мне идет слово «гнида». Это, наверное, твое любимое слово по поводу твоего мужика. И знаешь, он постоянно говорил, то ты слишком толстая, то у тебя целлюлит, то слишком глупая, то слишком эмоциональная, то слишком долгая. Ну, долго это в плане того, что там, чего ты долго собираешься. Вот эти же есть такие. И ты проиграла ему в этой психологической войне. Потому что поверила в его слова. И он вот эти все годы тебе вот... Я хотел матом сказать, ладно, не сказал. Этот редиска, во, точно. Этот редиска, он постоянно тебе внушал, как сказать, не триггеры, а эти комплексы. Постоянно вот. То есть ты не толстая, нет, ты симпатичная девушка, а он тебе внушал вот эти вот комплексы.
Понимаешь? И вот сейчас ты восстанавливаешь справедливость. Ты просто поняла, что с тобой обращались как с тряпкой, и решила это прекратить. Ты сейчас разбираешься в том, что произошло. То есть отношения анализируешь, ставишь все точки вот эти над «и». И этот болезненный процесс, но он необходим. И сейчас ты как судья, который разбирает вот это сложное дело, да, и взвешиваешь, что было виной, что было твоей виной, что было его виной, где ты реально не права, где он просто дал дурачок. Вот. И ты учишься отличать сейчас справедливую егошнюю критику от обычного хамства. Это сложно, потому что он долго тебя программировал на вот это чувство вины. И ты очень часто, в 99% ты велась на это. Ой, да, у меня точно целлюлит. Знаешь, я тебе от себя скажу, карты этого не показывают, но я тебе от себя скажу. Мужикам пофигу на целлюлит, не целлюлит. Если тебе мужик говорит про твою целлюлит, это не мужик. Нет, это такое, в общем, оттолкни говно, оно тебе не нужно. Понимаешь, мужикам реально вот пофигу, целлюлит, не целлюлит, лишь бы, как говорится, говорила, что я молодец хотя бы один раз в неделю, да, и все это самая идеальная жена будет. Так с каким человеком ты в итоге-то останешься? И по любви ли? Человек, который будет началом твоей новой жизни. Этот мужчина, он, знаешь, неожиданно появится. И сразу тебе предложит что-то вот очень сильно кардинально новое. Не просто отношения, а вот как сказать-то, целый проект под названием «Жизнь». Понимаешь? Он скажет, типа, не такое как сказать, как ты ждешь. Ты такого не ждешь. Он тебе скажет там, давай переедем в другую страну, другой город, откроем свое дело, построим дом. Вот кардинально жизнь, понимаешь? И что самое интересное, он будет смотреть далеко вперед. С ним ты не будешь жить одним днем, а планировать года наперед, потому что с бывшим у тебя... Давай я скажу, как я думаю. Не по картам, а как я думаю. Да он вот такой вот плохой человек, что прям слово «редиска» не заменит эти все слова, которые я бы хотел сказать. Этот... Ладно, ладно. Не хочу резать, а то я сам что-то на эмоциях стал удвоечек. И новенький человек, да, он масштабные идеи у него очень много, планы долгосрочные. И вот рядом с ним ты почувствуешь себя частью чего-то большего и важного. Вот я не знаю, как тебе объяснить, что до этого слова «семья» ты не понимала. У тебя было вот мы с этим мудаком семья и все. Нет, это вот как семья с большой буквы. То есть настоящая. И у вас будет настоящее как сказать, партнерство. Не когда вот один главный, а другой подчиняется, да, а когда вы оба равны и друг друга дополняете. Он идею предложит, ты ее разовьешь, и пошло, пошло, пошло. Ты найдешь там проблему, он найдет решение. Вы командой будете, которая движется к общей цели, а не то, что тебя волокут к неизвестной цели, которая тебе нахрен не упала, как раньше. Я же не могу, я двоечек очень сильно люблю, и поэтому хочу ремня давать тебе всегда. И это все по любви. У нас вопрос, по любви ли? Да, по любви, но не слепая страсть, нет. У вас будет осознанный выбор двух взрослых людей, которые понимают, что вместе за руку держась хотят идти по жизни. Ты его не за красивые глаза полюбишь, нет, за то, какое вот будущее он тебе предлагает. Я вот не знаю, как тебе объяснить, но ты умная девочка, и ты все понимаешь. А он тебя полюбит за то, что ты готова это будущее с ним строить, понимаешь? Знаешь ли ты уже его? Да, ты его знаешь. И более того, он же несколько раз пытался тебе намекнуть на свои чувства. Но у тебя состояние сейчас такое, что, как сказать, вот невозможность
невозможность новых отношений. Ну, они тебе противны, грубо говоря. Ну, отношения после вот этого мудака. Конечно, наверное, и даже мне иногда хочешь написать: "Где ты дебил?" То есть ты вот мечешься между желанием быть с кем-то и страхом снова ошибиться, потому что пока в твоей голове еще все мудаки и так далее и тому подобное. И вот этот мужчина новый, он вокруг тебя атмосферу, вот, как сказать, семейного тепла сделает. То есть рядом с ним ты почувствуешь себя защищенной, как вот дома, в родном доме. По-другому я не знаю, как объяснить. То есть тебе будет с ним уютно, вот, понимаешь? То есть не как сейчас ждать, кто на кого наорет, да, а вот как вот у меня картинка в голове. Давай я тебе расскажу картинку, а ты поймешь. У меня картинка такая: большое окно, вот, знаешь, вот большое окно на стен, как называется, а вот от потолка до полов. И вот там зимний такой запорошенный солнечный день. И ты с ним сидишь, укрывшись пледом, вот так в мило-мило обнявшись, и смотрите туда и беседуете. Вот, я не знаю просто, как это сказать одним словом. То есть уютно. Вот у меня вот эта картинка, а как сказать ее, не знаю. Вот. То есть вот такое у вас будет, понимаешь? И все. А что тут говорить? Проблема только в том, что ты сейчас на распутье. С одной стороны, ты чувствуешь, что там хороший человек и так далее, с ним счастливой можно быть, а с другой стороны, ты боишься вот этот повторения вот этих ошибок. Поэтому развитие отношений ты тормозишь как только можешь, потому что пока для тебя все мужики козлы. И даже я причем. Но смотришь, потому что интересно. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Что сейчас в личной жизни? Ну, у тебя сейчас все проблемы своего мужика ты на себе тянешь. Не только мужика, всех людей, которых ты знаешь. Этот мудак не работает, говорит, что там этот, как сказать, нету работы или мало зарабатывает и не хочет уходить на более дорогостоящие. И ты тянешь на себе, тянешь, все тянешь. Тут даже трактовать не нужно. Подруги тоже постоянно на своих мужиков жалуются. Всем ты должна помочь. Ты волшебница сейчас. Всем помогаешь, все решаешь, всех утешаешь, а тебе никто. Вот как без мата сказать? Вот скажи мне, вот я очень боюсь сматюкнуться, но глядя вот на это, у меня же картинки в голове, и как сказать, мне становится обидно за вас, и хочется материться, но я понимаю, что нельзя материться, а то скажешь: "Ой, дед, невоспитанная сволочь". И ты в помогательстве, новое слово записали в Кураптоновский ежедневник, все, помогательство. И ты в этом в помогательстве очень крутая. У тебя прям талант решать любые проблемы. Кому нужно найти работу — найдешь, поможешь, подскажешь. Кому-то там врача нужно найти недорогого. Ты знаешь врача сразу. Сразу все, как говорится, дашь контакты. Ты как справочное бюро по жизни. И все это ты делаешь легко и без напряга. Но проблема — на себя времени не остается совсем. Ты очень сильно занята помогательством, то есть чужими делами, что ты про свою собственную личную жизнь даже забыла. Вот скажи мне, когда последний раз ты на свидание ходил? Когда с мужиками ты, как сказать, ротом делают? Разговаривают. Ужас, какой я слово "разговаривать" забыл. Когда ты с мужиками разговаривала не по работе?
Ты стала такой незаменимой для всех, что вот мужики воспринимают тебя просто как подругу, а не как женщину. А еще ты привыкла быть сильной, да, справляться совсем сама. Мужикам ты не даешь свою розетку чинить до сих пор. И мужикам просто кажется, что ты такая вот независимая, что ты просто в них не нуждаешься. Они видят, как ты легко проблемы решаешь, и думают, зачем такой женщине вообще мужик. Она же сама все сделает, и даже в плане интимном что-нибудь там придумает. Поэтому они даже не пытаются к тебе подойти как к потенциальной своей партнерше. С каким человеком в итоге ты останешься и по любви ли? Знаешь, вот этот человек, он тебе право выбора даст. Вот сейчас все вокруг привыкли, что ты всегда всем согласна помочь. Всегда время найдешь, всегда проблемы решишь и так далее. А он будет спрашивать твое мнение, вот как сказать, хочешь ли ты вот это вообще делать? Нравится ли тебе вот это вот, как сказать, место в жизни? Устраивайте хрюк, ну. Вот хрюк я не забуду, что надо вырезать. Извиняюсь. То есть нравится ли тебе такое все? И вот этот мужик, он поймет, что ты устала быть для всех палочкой вот этой выручалочкой. Он предложит тебе отдохнуть от вот этих проблем и подумать о себе. Скажет вот, а давай мы с тобой пойдем в кафе и там, как сказать, или дома посидим, кино посмотрим, и ничего не надо ни для кого ничего делать. Понимаешь? И ты просто поймешь, как ты давно мечтала об этом, просто ничего не делать. И с ним ты будешь делать выбор каждый день. Не автоматически, а вот, как сказать, он тебя за руку возьмет и будет давать выбор. Хочешь это делать или нет? Вот примерно вот так. То есть хочешь ли ты вот этим помогать и так далее. То есть он научит тебя говорить «нет» без вот этого чувства вины. Понимаешь? Он тебе покажет, что твое время, твои энергии, они тоже ценны, что ты имеешь право тратить их на себя. И да, это будет по любви, тут даже не надо было трактовать. Но не там, где ты будешь всем жертвовать ради своего мужчины. Нет. Будет спокойная, зрелая привязанность между двумя нормальными людьми. Вы, вот как сказать там, вы будете вместе друг с другом отдыхать от мира. Вот я не знаю, как тебе это объяснить. То есть этот человек поможет тебе расслабиться и не быть ни для кого полезной. Не знаю, поняла ты меня или нет, напиши в комментариях. Знаешь ли ты уже его? Знаешь. Более того, вы с ним вот, как сказать, в одной весовой категории. Этот человек твоего уровня, он тоже успешный, тоже состоявшийся, такой же самостоятельный. То есть у него есть деньги. Вот деньги есть. Статус есть. Он в твоей помощи не нуждается вообще сейчас, потому что он сам все может. Вы вот в одной весовой категории. Я не знаю, как это по-другому объяснить. И вы сейчас общаетесь как вот равные люди, равные партнеры, что ли, не знаю, как объяснить. И может по работе, может у вас общие знакомые или одна сфера деятельности, но у вас только деловое общение пока. Вы друг друга уважаете в плане профессионально. И не рассматриваете ни в коем случае пока как потенциальных любящих друг друга человека в будущем. Знаешь почему? Потому что вы оба заняты сейчас. Он свою империю строит, ты решаешь чужие проблемы, и вам пока некогда думать о личной жизни. Вы как два трудоголика, которые друг друга видят только вот, как сказать, по работе. Но скоро изменится все. Один из вас точно вот устанет от вот этой постоянной беготни и захочет покоя. И тогда наверняка вдруг заплачут облака. Ну, то есть друг на друга уже новыми взглядами посмотрите.
И обязательно приходи-ка ты в проживание Арканов. Я устал тебя уговаривать. Давай, приходи. Ссылка в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. И помни, что дед всегда рядом.